Уничтожение Крымского моста? ФСБ заявляет сразу о 2 терактах. Подробности небывалой спецоперации. Паника на полуострове. Путин теряет миллиардеров. Олигархи срочно вывозят свои деньги. К чему готовятся в Москве? Впервые за 13 лет военных кораблей не осталось. Россия лишилась последнего авианосца. Взрыв в Казахстане. Нападение на отделение банка. Покушение или несчастный случай. Об этих и других событиях к утру 17 июля. Доброе пятничное утро. Рабочая неделя выходит на финишную прямую, а мы начинаем новый выпуск с главных новостей. Это «Нехта». Я Дарья Петрова. Поехали. ФСБ снова спасла страну. На фоне слухов о скорой отставке главы ведомства Александра Бортникова российские спецслужбы все чаще рапортуют об успешных спецоперациях и предотвращенных атаках. На этот раз героически спасен Крымский мост. ФСБ предотвратила сразу 2 теракта. По версии чекистов, в 2 автомобилях нашли около тонны взрывчатки, где-то залитой в обшивку салона, где-то в аккумуляторе. И все это якобы готовила украинская разведка. Приплели к истории и главного врага Дмитрия Медведева – Финляндию. Мол, взрывчатка была финского производства. А доставляли ее в Россию будто бы дронами самолетного типа. Проверить эти заявления, как водится, невозможно. Доказательств, кроме слов самой ФСБ, никаких. Крымский мост при этом, что показательно, давно стал болевой точкой Кремля. Его берегут как зеницу ока. Хотя командующий силами беспилотных систем ВСУ Мадяр ранее публично заявил, мост пусть пока стоит в гуманитарных целях, чтобы побольше оккупантов успели по нему сбежать, пока не стало поздно. Ни дня без прогноза об окончании войны. Помните, как Дональд Трамп, который, по его словам, закончил уже 8 войн, правда, 8-я тут же вспыхнула снова и, похоже, станет 9-й в списке, обещал управиться с Украиной за 24 часа, потом за 100 дней. Теперь вот заявляет, что точно ее закончит до конца своего срока, то есть аж к 2029 году. Сроки, как видим, тают на глазах. Вот только как и с кем Трамп собрался договариваться – большой вопрос. Его «Владимир, остановись» на Путина действует слабо. А в Кремле и вовсе говорят следующее. Перспектив для возобновления переговорного процесса нет. Мы их не фиксируем, но российская сторона, безусловно, сохраняет свою открытость для этого пути. Хотя в Киеве напоминают, мяч давно на стороне Москвы. Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев уже направил конкретные предложения по прекращению войны, а тема прямых переговоров Путина с Зеленским по-прежнему на столе. Местом возможной встречи Зеленского и Путина могла бы быть Турция. Да только Путин, похоже, слишком боится высунуться из страны. За ее пределами его вполне могут и задержать по ордеру Международного уголовного суда. Хотя Анкара и не подписывала Римский статут, после заявления Эрдогана об усилении военной поддержки Украины, Турция, скорее всего, пополнила кремлевский список крайне недружественных стран. А миллиардеры чуют, куда все катится. Богатейшие люди страны, в том числе близкие к Путину, принялись спешно выводить капиталы за границу. По данным Bloomberg, за последний год из России утекли десятки миллиардов долларов, и отток только ускоряется. Гонят деньги в Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию, на Кипр, а кое-кто уже пристраивает капиталы в Африке. Точную сумму не определить. Значительная часть уходит в криптовалюте, мимо всякой статистики. Экономика шатается, бюджет трещит от военных расходов. А главное, государство все чаще попросту отбирает бизнес у своих же, даже у самых приближенных. Добавила страху и закрытая мартовская встреча с Путиным. Там миллиардер Керимов предложил скинуться в бюджет. А сам Путин идею с удовольствием поддержал. Элиты смекнули, что дальше доить будут именно их, и понесли нажитое подальше от загребущих кремлевских рук. Получается, даже самые приближенные к телу сами ни в какое все развивается и крепнет не верят, раз тихо переводят миллиарды за рубеж. И пока Трамп двигает сроки по Украине и, по его словам, добивает Иран, Пентагон, по данным CBS News, втихую присматривается к новой цели. На этот раз под самым боком – к Кубе. Военные, как утверждается, уже прикидывали варианты операции против острова, вплоть до высадки воздушного десанта силами 1000 солдат. В ближайшее время такое решение вряд ли примут. США по горло увязли в Иране, туда и переброшены главные силы. Почему Куба так не дает покоя американцам? Если официально обанкротившийся марксистский режим душит своих же граждан и не желает реформ. А заодно, по подозрениям Вашингтона, все теснее жмется к России, Китаю и Ирану. США надеются, что режим там сменится сам.
Но военный сценарий, как видно, тоже держат под рукой. В той же публикации всплыли неожиданные детали войны с Ираном. Как утверждает издание, между Трампом и его же министром Хексетом нет понимания. Президент злится, что кампания затянулась и оказалась куда сложнее обещанной. Звонкая пощечина великой морской державе. Впервые с 2013 года в Средиземном море не осталось ни одного российского военного корабля. Вообще ни единого. На это обратил внимание АСИН-проект Russian Forces Spotter. 13 лет Москва держала там флот безвылазно, но и этой истории пришел конец. Причин несколько, и все про упадок. Турция после начала полномасштабной войны закрыла проливы для военных кораблей. База в сирийском Тартусе после падения Асада превратилась в обычный грузовой причал. А те немногие корабли, что остались на плаву, разбросаны по мелким задачам. Кто-то сторожит яхту Путина, кто-то пугает гражданские суда у берегов Британии. Да и в родной гавани нерадужно. После 9 лет ремонта и почти $1 миллиарда затрат единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» похоже отправится на металлолом. Это ставит флот РФ в один ряд с флотами стран третьего мира. И даже продать Кузнецов не выйдет. Посудина в таком состоянии, что браться за нее никто не хочет. У Москвы высокие амбиции, но нет возможности сделать свой флот одним из лучших в мире. Этот провал послужит предупреждением и станет примером, который ни одна страна не захочет повторить. А если вспомнить, что Украина, страна вообще без флота, заставила Черноморский флот бежать под Новороссийск, очистила от теневых танкеров Азовское море и уже взялась за Черное, то уровень российского флота скоро дойдет до уровня крейсера «Москва». Того самого, что давно на дне. Тем временем в самой России укрепляют цифровой суверенитет. Из Google Play разом исчезли 17 российских приложений, весь цвет холдинга ВК. Сама ВКонтакте, почта и облако Mail, Дзен, Одноклассники, ВК-музыка, мессенджер, видео, знакомства и прочее. Пошла тотальная зачистка. Акции ВК рухнули уже на 12% и продолжают падать. Инвесторы в панике избавляются от некогда ценных бумаг. Самое забавное, что домен vk.com вообще-то принадлежит США. И только сейчас соцсети пришлось экстренно переехать в доменную зону .ru. Но выход, как обычно, есть. И не только наш VPN, ссылка на который в описании, а QR-код вы видите на экране. В России как раз запустили новый мессенджер под названием «Точка контакта». Но пока что не для всех, для заключенных. Через него можно слать письма, голосовые, фото и видео в колонию, подавать туда заявления и следить за их статусом. Пока приложение тестируют в 3 колониях, потом обещают по всей стране. Учитывая, что в России уже реально можно сесть за съемку прилета дрона или неосторожное слово в адрес властей, вещь, что называется, на вырост. Приложение с прицелом на будущую клиентуру. Но россиян все устраивает, они к Путину привыкли. Вы знаете, мы уже привыкли, уже столько много лет, мы знаем Путина хорошо. Зачем нам менять? В эфире «Россия-1» военкор ВГТРК Сергей Зенин прямым текстом назвал «делом чести» убийство украинского рэпера и блогера Киевстонера, которого ФСБ обвинила в подготовке теракта под Москвой. Дроны якобы должны были атаковать военный объект еще и в жилом квартале, как заявили сами пропагандисты. Обвинение российского ведомства блогер опроверг. А с экрана практически пообещали расправу, где бы тот ни прятался. Свой последний в жизни 35-й день рождения он отметил в этом году. Известно, что это ничтожество живет где-то в Словакии, откуда в Россию отправился смертоносный груз с дронами. Есть у него и нора в Испании. По сути, хоть в Буркина-Фасо. Найдут, не впервые. Вспомнили в сюжете и чем закончил российский летчик Кузьминов, угнавший в Украину вертолет. В феврале 2024-го его в Испании изрешетили пулями и для верности переехали машиной. Незадолго до убийства Зенин в эфире «Россия-1» сказал, что российские спецслужбы уже получили приказ о ликвидации пилота. Теракт в Казахстане? В отделении банка Павлодара прогремел взрыв, и устроила его пожилая пара пенсионеров. По данным правоохранителей, руками стариков действовали мошенники. Сначала злоумышленники выманили у пары все сбережения, а потом снова позвонили и, пообещав все вернуть, убедили купить торт с петардой и рвануть его прямо в банке. Доверчивые пенсионеры послушно все выполнили. По счастью, сами остались живы. Российские паблики одномоментно затрубили про украинских террористов. Якобы они перепутали страну из-за телефонного кода, поэтому взрыв прозвучал в Казахстане, а не в России. Только правда оказалась куда абсурдней и печальней.
А вот и свежая порция бензинового безумия. Народ в России уже не выдерживает. Эмоции хлещут через край. Да ну В Калужской области, например, женщина с огромным топором принялась крушить припаркованное авто. Видимо, бензин кончился, а эмоций нет. Но это еще цветочки. Дошло до по-настоящему страшного. Люди начали умирать прямо в очередях за топливом. По данным The Moscow Times, как минимум 2 не дождались своей заправки. 80-летний мужчина в Пермском крае и 75-летний в Карелии. Старики часами стояли за бензином и не выдержали. А причина все та же, и с каждым днем все серьезней. По данным Reuters, Россия потеряла уже около 40% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Переработка рухнула до минимума с 2005 года. И это надолго, минимум на пару месяцев, даже если удары прекратятся. Дошло до того, что Роснефть, Газпром и Лукойл сами пошли на поклон к Индии клянчить топливо. Правда, и там лишнего почти нет. Одну партию наскребли, но большего индийцы дать не могут. А в Крыму нашли поистине гениальный выход. Вместо того, чтобы решить проблему с топливом, гаишники, по словам местной жительницы, принялись штрафовать тех самых водителей, что часами торчат в очередях на АЗС за остановку под запрещающим знаком. Просто вот там вот стоит парень, и он штрафует, забирает у всех документы, кто стоит в очереди, штрафует всех. Мы и так тут не можем заправиться. То есть человек сперва полдня ждет бензин, а потом еще и платит штраф за то, что ждал. Вот такое наказание за чужую движуху. Напоследок курьез из Израиля. В городе Бней-Брак, где живут в основном очень набожные иудеи, на улицах придумали развести мужчин и женщин по разным сторонам, чтобы не ходили вместе. У самых строгих верующих не принято, чтобы мужчина на людях смешивался с чужими женщинами. Вот и додумались поделить тротуары, повесить указатели. Пока по паре улиц, но инициативу хотят расширять. Сами израильтяне в небольшом шоке. Половина уже крутит пальцем у виска. Началось это в автобусах, продолжилось на мероприятиях, затем в академической среде, а теперь и на тротуарах. Государственные раввины хотят исключить женщин отовсюду. И если мы их не остановим, это будет только продолжаться. Чудовище сегрегации ненасытно. А на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Уже вечером самые актуальные новости снова с командой Нехта.